Всем привет! Сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такую вот кошечку. Ростом она получилась у меня 26-27 сантиметров. Ручки, ножки подвижные у нее. Она может сидеть, она может стоять сама. Вот такая вот кошечка. Что мне для этого потребовалось? Пряжа Yarnart Jeans, 55% хлопок, 45 полиакрил, в 50 граммах 160 метров, цвет 0,5, основной цвет. Для туфелек я взяла Yarnart Jeans номер 65, вы можете взять любой, какой вам понравится. Также глазки на безопасном креплении 10 миллиметров, пуговки для того, чтобы прикрепить ножки. У меня это деревянные пуговки Handmade диаметром 1,5 сантиметра. Также для вышивки личика реснички вышивала ирис черный, усики вот такой тоже ирис бежевый. Также для носика потребуется любая ниточка. Можно, у меня это, по-моему, Yarnart Baby. Там в 50 граммах 150 метров акрил стопроцентный. Можно взять абсолютно любую пряжу. Хоть акрил, хоть шерсть, хоть что. Также понадобятся иголочки. Такую небольшую я использовала для пришивания головы к телу. И вот такую длинную иголочку для крепления ножек. Также понадобится пластик. Это у меня обычная пластиковая папка канцелярская. Можно брать любой пластик тонкий, там от крышечек пластиковых, чтобы вырезать вот такую вот стельку нам нужно будет для ножек. Наполнитель у меня это холофайбер. Также понадобятся ножнички. Ну и в принципе все, что нам нужно для этого. Если кому-то понравилась такая кошечка, возникло желание связать ее вместе со мной, приступим. Вяжем голову в кольцо амигуруми, набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Второй ряд делаем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика. В первую, во вторую 2 столбика, в третью 2 столбика, четвертую, пятую и в шестую петлю 2 столбика. Всего у нас получилось 12 петель. Берем маркер, третий ряд провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, во вторую петлю прибавка. Так нужно провязать 6 раз. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд провязываем в первую петлю 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик, а в третью петлю прибавку 2 столбика. Так вяжем до конца ряда 2 столбика, в третью петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Пятый ряд провязываем 3 столбика, в четвертую петлю прибавка. 3 ровно, в четвертую прибавка. Так вяжем до конца ряда 3 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Шестой ряд провязываем 4 столбика, 1, 2, 3,
4. В пятую петлю прибавка. 2 столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. 4 столбика прибавка. В конце ряда получится 36 петель. 7 ряд. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков в шестую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 5 столбиков прибавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. 8 ряд. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков в седьмую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 6 столбиков прибавка. В конце ряда получится 48 петель. 9 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В восьмую петлю прибавка. 2 столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. 7 столбиков прибавка. В конце ряда получится 54 столбика. Вот провязали 9 рядов. У нас получилось 54 столбика. Теперь нужно 7 рядов с 10 по 16 ряд провязать ровно по 54 столбика без накида круг. Вяжем с 10 по 16 ряд. Провязали 16 рядов. Вот что у нас получилось. Вяжем 17 ряд, и в этом ряду будем формировать щечки нашей кошечки. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Провязали 11 петель. Теперь будем первую щечку формировать. Нужно провязать 6 раз 1 столбик в следующую петлю прибавка. Итак, 6 раз провязываем 1 столбик в следующую прибавку. 1 раз, столбик в следующую петлю прибавка 2 раза, столбик в следующую петлю прибавка 3 раза, столбик прибавка 4, столбик прибавка 5, столбик прибавка 6 раз. Затем провязываем 8 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вторую щечку будем формировать. Теперь нужно провязать прибавка в следующую петлю 1 столбик, тоже 6 раз. Провязываем в первую петлю прибавку, в следующую петлю 1 столбик, 1 раз, прибавка, столбик 2 раза, прибавка, столбик 3, прибавка, столбик 4, прибавка, столбик 5 и еще 1 раз, прибавка, столбик. Провязали 6 раз. Теперь до конца ряда нужно провязать оставшиеся столбики. Их тоже будет 11 столбиков, как и в начале ряда. 11 петель. В конце ряда у нас получится 66 столбиков. Провязали до конца ряда. Теперь нам нужно 3 ряда провязать по 66 столбиков без изменения. 18, 19 и 20 ряд. По 66 столбиков. 21 ряд. Продолжаем формировать щечки. Теперь будем делать убавки. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петель. 13 петель провязали. Теперь нужно провязать 6 раз 1 столбик убавка. Провязываем 1 столбик, затем делаем убавку скрытую убавку за передние стенки петли. Берем первую петельку, затем вторую петлю и провязываем столбик без накида. 1 раз, затем опять столбик, опять убавка, два раза, столбик, убавка 3 раза, столбик, убавка 4 раза, пять и столбик, убавка 6 раз. Далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков ровно. Далее вторую щечку будем убавлять. Нужно сделать 6 раз убавка, столбик. Провязываем за передние стеночки тоже убавку, в следующую петлю столбик. 1 раз, убавка, в следующую столбик 2 раза, три, убавка, столбик 4, убавка, столбик 5, убавка, столбик 6. Далее до конца ряда довязываем просто столбики без накида. У нас их осталось 11 столбиков до конца ряда. В конце ряда у нас получится 54 столбика. Провязали до конца ряда. Вот такие щечки уже видно у нас сформировались. Теперь 22 ряд вяжем 54 столбика без изменений. Один ряд. Провязали 22 ряда. Теперь нужно прикрепить глазки. Находим место между прибавками на щечках. Это вот у нас где-то получается примерно посередине. Смотрим вот здесь вот, где были прибавки. Вот у меня вот была прибавка и вот были прибавки. Вот. Между ними отсчитываем от начала вязания 15 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И между 15 и 16 рядом будем крепить глазки. У меня они на расстоянии 5 столбиков, между ними 5 столбиков. Я пока иголочки прикрепила. Сейчас буду прикреплять глазки. Вот так вот. Все. Вяжем 23 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбиков. Далее делаем убавку за передние стеночки. Берем первую петлю, вторую петлю и провязываем столбик без накида. И так провязываем до конца ряда. 7 столбиков убавка. 6 раз нужно провязать. У нас получится 48 петель. 24 ряд провязываем. 1, 2, 3,
4, 5, 6 столбиков. Затем делаем убавку. Так провязываем до конца ряда. 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. 25 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 петель. Далее убавка. Так провязываем до конца ряда. 5 столбиков убавка. В конце ряда получится 36 столбиков. 26 ряд. 1, 2, 3, 4 столбика убавка. Так провязываем до конца ряда 4 столбика убавка. В конце ряда получится 30 петель. 27 ряд. Провязываем 1, 2, 3 столбика, затем убавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Так, провязали. У нас получилось 24 петли. На этом этапе нужно наполнить голову. Берем наполнитель. И начинаем наполнять. Вот так вот, когда наполняем, еще придаем форму вот здесь вот щечкам. Прям туда набиваем, вот так вот сначала. Так вот щечки, потом уже серединку. Так. Осталось связать один ряд нам с убавками. Двадцать 28 ряд вяжем. Провязываем 1, 2, 3 и 4 столбика. Затем делаем убавку. И так нужно до конца ряда провязать еще 3 раза. Всего нам 4 раза в этом ряду так нужно сделать. 4 столбика и убавка. И у нас получится в конце ряда 20 петель. Провязали до конца ряда. У нас осталось 20 петель. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Затем закрепляем и ниточку обрезаем. Теперь нужно до конца еще наполнить голову. Довольно плотненько наполняем. Не так, что прям сильно, чтобы потом можно было утяжку сделать, но довольно плотно. Потом уже в ходе пришивания туловища к голове, или головы к туловищу, мы еще потом в шею добавим дополнительный наполнитель. Вот такая голова у нас получается пока. Вяжем тело кошечки. В кольцо набираем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд провязываем в каждую петлю по 2 столбика. Первые 2 столбика, во вторую, третью, четвертую, пятую,
шестую петлю 2 столбика. Берем маркер, третий ряд, провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Так нужно провязать 6 раз до конца ряда, столбик, в следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд, провязываем 2 столбика, в третью петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 24 петли. Пятый ряд, провязываем 1, 2, 3 петли, четвертую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда 3 петли, четвертую прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Шестой ряд, 1, 2, 3, 4 столбика, в пятую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 4 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. Седьмой ряд, провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, в шестую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 5 столбиков прибавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. Восьмой ряд, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, в седьмую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 6 столбиков, в седьмую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 48 петель. Девятый ряд, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, в восьмую петлю прибавка. Так провязываем до конца ряда, 7 столбиков, в восьмую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 54 петли. Провязали девятый ряд, у нас получилось 54 петли. Теперь 10 рядов. С 10 по 19 ряд нам нужно будет провязывать без изменений по 54 столбика в каждом ряду. Вяжем с 10 по 19 ряд. Провязали 10 рядов. Вот что у нас получилось. Вяжем 20 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Далее делаем убавку. За передние стенки захватываем 2 петли, провязываем столбик без накида. Так вяжем до конца ряда, 7 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 48 столбиков. Провязали 20 ряд, у нас получилось 48 петель. Теперь 2 ряда, 21 и 22 ряд нам нужно провязать без изменений по 48 столбиков по кругу. Провязали 2 ряда по 48 столбиков, вяжем 23 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Далее убавка. Так вяжем до конца ряда, 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 42 столбика. Провязали ряд до конца. Теперь 2 ряда, 24 и 25 ряд нужно провязать по 42 столбика по кругу без изменений. 2 ряда. Провязали 2 ряда по 42 столбика, вяжем 26 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Далее делаем убавку. Так вяжем до конца ряда, 5 столбиков убавка. В конце ряда у нас будет 36 петель. Затем 2 ряда, 27 и 28, вяжем без изменений по 36 столбиков по кругу.
Провязали 28 рядов. Теперь нужно немного наполнить нижнюю часть, чтобы потом удобнее было. Двадцать девятый ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика. Далее убавка. Так, вяжем до конца ряда. 4 столбика убавка. У нас в конце ряда получится 30 петель. Затем 2 ряда, 30 и 31 ряд, провязываем по 30 столбиков без изменений. 32 ряд. Провязываем 1, 2, 3 столбика. Затем делаем убавку. Так, провязываем до конца ряда 3 столбика убавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Затем 2 ряда, 33 и 34 провязываем по 24 столбика по кругу. 35 ряд. В ходе вязания не забываем продолжать наполнять игрушку. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика, затем делаем убавку. В этом ряду так нужно нам провязать 4 столбика убавка 4 раза. Вяжем до конца ряда 4 столбика убавка. В конце ряда у нас будет 20 петель. Затем 2 ряда, 36 и 37 провязываем по 20 столбиков по кругу. Провязали 37 ряд до конца, 20 столбиков. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Затем оставляем длинный конец для пришивания и ниточку обрезаем. Теперь нужно до конца добавить еще наполнитель. Потом в ходе пришивания мы еще в шею будем добавлять наполнитель. Вот такое тело у нас получилось. Теперь пришьем голову к телу. Одеваем ниточку, продеваем в иголку, берем голову. И вот так вот прикладываем. В принципе, за любое место я вот так примерно беру и начинаю пришивать так. Беру одну петельку вот так вот на голове, вот так вот продеваю за последний ряд. И также точно одну петлю на туловище. Затем опять одну петлю на голове. Вот так вот. И одну петлю на туловище. Следующую петельку на голове и также на туловище. И где-то вот так вот по 3-4 петли прошью и вот так аккуратненько подтягиваю. Главное не перетянуть, чтобы не оторвать ниточку. И потом так дальше продолжаем. Одну петлю на голове и на туловище. Пока так не затягиваю, просто беру вот так одну петельку, раз, потом одну на туловище, вот так, 2,
3 петельки и аккуратно подтягиваю. Вот так вот. И все, и получается аккуратненький шов. Так провязываем, прошиваем почти до конца. Когда немножечко останется место, еще нужно будет добавить наполнитель. Вот осталось у меня отверстие небольшое. Беру еще наполнитель. Сначала вот так вот наверх, немного в голову наполняю сверху, если там есть пространство. Вот смотрим. Везде, чтобы было. И затем уже вниз вот так вот в шею. Шею нужно наполнять плотно, чтобы голова не болталась потом. Шею прям плотненько. Так. Все. И теперь уже до конца дошиваем также точно. Все, до конца, когда зашили отверстие, ниточку закрепляем, делаем узелок. И в любое место выводим просто. Можно еще раз. Спрятали и обрезаем. Вот так вот. Сейчас сделаем утяжку глазок. Так, я отрезаю 2 таких небольших отрезочка нити, с которой вязала. Беру голову. Вот здесь прям возле шеи. Прямо вот последний ряд, который был возле шеи. Вот так вот втыкаю и вывожу иголочку сбоку возле глаза. Прям посередине ровно. Сейчас. Как тот ряд не попаду. Так вот. Теперь с этой стороны обхватываю, вот так вот втыкаю с этой стороны и вывожу на 1 петельку влево. Тоже вот здесь же возле шеи прям. Не в эту же петлю, а слева на 1 петлю. Так. То же самое делаем со вторым глазом. Теперь с этой стороны тоже вот так вот возле шеи прям выводим сбоку глаза. Теперь вкалываем с этой стороны глазика, а выводим на 1 петельку рядом с этой. Ниточка внизу под глазом будет. И теперь уже подтягиваем, смотрим, насколько нам нужно. Затягиваем сначала 1, только сначала на 1 узелочек. Подтягиваем. Самое главное сделать их одинаковыми. Подтягиваем и смотрим. Вот. Все, я посмотрела, что мне достаточно. И тогда еще завязываю на пару узелочков. Ой, вот. Чтобы такого не было, лучше не тянуть так сильно. У меня осталась ниточка, сейчас завяжу за нее. Так. Если есть более прочная нить такого же цвета, лучше ей, конечно, делать. И завязываю еще на 2 узелка.
Теперь просто продеваю эти ниточки в углу и вывожу куда-нибудь в любое место. Обрезаю. То же самое с вот этой ниточкой надо сделать. Вышьем реснички. Беру черную ниточку ирис, где-нибудь в любое место головы втыкаю, вывожу в середине глаза где-то за 2 столбика. Здесь оставляю небольшой конец с этой стороны. Теперь втыкаю в серединку глаза и вывожу на ряд выше, тоже за 2 столбика. Так. Еще раз в серединку и еще на ряд выше. Вторая ресничка и третья. Там вот неудобно будет к этому глазу, наверное, подступаться, потому что там от глазика у нас ножка, поэтому я втыкаю, вывожу в этом же отверстии, в которое вводили. Теперь вывожу опять же в это же отверстие. Теперь с этой стороны глазика точно так же за 2 столбика. Вот так вот. И точно так же с этой стороны вышиваю реснички аналогично. На ряд выше. И так далее. Вот так же точно третью ресничку сделать, затем вывести в эту же дырочку, завязать и ниточку спрятать. Так, теперь сделаем вот здесь вот разделение между щечками. Я беру ирис, такая где-нибудь сзади иголочку, вывожу здесь нижней части глазок посередине, затем ровно вот так вот посерединке смотрю, где здесь вот снизу, вывожу в эту же дырочку. Теперь можно немножко подтянуть вот так вот, завязать. Затягиваю. Завязываем так вот ровненько и ниточку прячем. Вышьем носик. Берем ниточку любую, розовую, красную, сиреневую, кому какая нравится. И вот этот ряд под глазками, который прям сразу же, сначала вот сбоку где-то втыкаем и выводим прям под глазом. Вот здесь вот. Так, сейчас. Вот так вот. Здесь оставляем кончик. И вот такими просто движениями несколько стежков вот таких надо сделать будет. Вот.
И вот так вот несколько стежков, кому сколько нравится, делаем. Затем выводим иголочку в эту же дырочку, точно в эту же прям, завязываем и ниточки эти прячем вовнутрь. Вот я вышила носик, теперь завязываю, вывела в эту же дырочку, завязываю. И ниточки выводим точно в это же отверстие, так вот где-нибудь в любом месте, вот так вот, чтобы они спрятались. Обрезаем. Так вот. Вышьем усики. Беру бежевую ниточку ирис. Где-нибудь в любом месте сзади головы втыкаем. Вывожу. Так, от глаза, под глазом 1, 2, 3, 4 ряда. И от вот этой вот нашей разделительной полосочки во вторую дырочку. 1, 2, 3, 4 вниз и во вторую дырочку. Здесь оставляю кончик. Затем отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу сюда. Затем на ряд выше, прямо над вот этой же дырочкой. Здесь на ряд выше тоже вывожу, а вывожу на ряд ниже вот этой нашей среднего усика. Вот так вот. И здесь вниз тоже также. А вывожу теперь уже с этой стороны посерединке тоже во вторую дырочку. Вот, смотрите. Так. Затем здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5. Вывожу сверху на один ряд. Затем здесь выше на один ряд. Здесь на один ряд ниже. Вот так. А здесь на один ряд ниже. Так, вывожу в этом же месте, куда мы вводили иголочку, точно в это же отверстие. Вот такие усики небольшие. Теперь с этой стороны ниточку завязываем и также точно прячем, как все остальные ниточки прятали. Вяжем ушки. В кольцо провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нужно в каждую петлю по одной петельке провязать. 6 столбиков тоже во втором ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Так, и вывернуть надо ее.
Затем провязываем в каждую петлю по 2 столбика. 6 раз так надо провязать. В первую петлю 2 столбика, во вторую, третью, четвертую, пятую и в шестую. Так вот. У нас получилось 12 столбиков. Четвертый ряд провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Пятый ряд провязываем 2 столбика, в следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда 2 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Теперь нужно 4 ряда провязать с 6 по 9 ряд по 24 столбика по кругу. 6, 7, 8 и 9 ряд по 24 столбика. Провязали 9 рядов. Теперь складываем пополам ушко и соединяем его. Вот эта вот петелька у нас как бы сбоку остается. И со следующей петли начинаем с этой стороны за обе стеночки и следующую петлю с той стороны. Вот так вот. Провязываем столбик без накида. 1, затем следующий с этой стороны за обе стенки и с этой за обе стенки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, вот так вот в последний. Теперь оставляем ниточку для пришивания и обрезаем. Теперь осталось связать точно такое же еще одно ушко. Пришьем ушки. Ушки будем пришивать между третьим от макушки, третьим и 13 рядом. Вот так вот. От центра отсчитываем 13 ряд, ставим по центру вот так вот иголочку. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в 15 дырочку вставим иголочку. Точно так же здесь отсчитываем, в 15 ставим иголочку. И сверху получается вот так вот вверх на 3 ряда. 1, 2, 3. И с этой стороны то же самое. Вот так вот намечаем ушки и начинаем пришивать. Берем ушко вот так вот изнаночной стороной, вот где мы вот так вот, это лицевая шла сторона у нас, да? Мы соединяли. Вот так вот поворачиваем, прикладываем и начинаем пришивать одну петлю на голове, так вот, и одну петлю на ушке. Затем опять так дальше. Одну на голове, одну на ушке. И так до конца прошиваем доверху это ушко. Одну на голове,
следующую на ушки. Вот я пришила одно ушко, ниточку здесь закрепила, спрятала, и берем второе ушко, прикладываем и пришиваем аналогично. Все, вот я пришила второе ушко, ниточку закрепляем, делаем узелок. И прячем внутри вязания. Все, ушки пришиты. Вяжем ножки. Берем пряжу цвета туфелек. Нам нужно набрать 7 воздушных петель. Первую петлю я набираю как скользящую, чтобы в нее потом набирать 6 прибавок, и чтобы не было отверстия. Это у меня первая петля скользящая, затем 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот 7 воздушных петель вместе со скользящей петлей. Начиная со второй петли от крючка, не считая петлю на крючке, первая, со второй начиная, провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Затем вот в это колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, чуть-чуть можно подтянуть, 5, 6. Затягиваем колечко и провязываем по этой стороне, по второй стороне цепочки тоже 5 столбиков. 1, 2, вот эту ниточку от кольца прячем под петли, 3, 4 и 5. Вот, затянули, отверстия не осталось. Эту ниточку можно отрезать. Берем маркер, потому что будем вязать по спирали. И далее никаких петель соединительных столбиков не делаем, продолжаем по спирали вязать. Провязываем 5 столбиков с первой петли с предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Затем, там, где мы провязывали в кольцо 6 столбиков, во все эти 6 столбиков нужно провязать по 2 столбика. Сделаем 6 прибавок. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, третью 2 столбика, четвертую, пятую и шестую петлю провязываем тоже 2 столбика. И до конца ряда у нас остается 5 петель. Провязываем их в каждую петлю по одной петле. 1, 2, 3, 4, 5. Третий ряд. Провязываем в первую петлю предыдущего ряда, провязываем 3 столбика в одну петлю. 1, сюда же 2, сюда же 3 петли. Так вот на пяточке. Далее провязываем 4 столбика по одной петле в каждую петлю. 3, 4. Теперь мы дошли опять до закругления. Здесь мы 6 раз провяжем 1 столбик в следующую петлю прибавка. Так 6 раз. 1 раз, столбик, прибавка 2 раза, 3,
следующую петлю прибавка 5, столбик, следующую петлю прибавка 6 раз. И до конца ряда у нас остается провязать ровно 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая подошва получается. Четвертый ряд. В первую петлю провязываем прибавку 2 столбика в одну петлю, во вторую петлю 1 столбик, в третью петлю прибавка 2 столбика. Затем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. И на закругление опять нам нужно будет сделать 6 прибавок. Провязываем 6 раз по 2 столбика ровно, в третью петлю прибавка. 1 раз, 2 столбика, в третью прибавка. 2, 3, 4, 2 столбика, прибавка 5 и еще 1 раз, 2 столбика ровно, в третью петлю прибавка. 6 раз провязали. Теперь до конца ряда у нас также остается 5 столбиков. Провязываем их ровно по одной петле. 3, 4, 5. Пятый ряд. На пяточке сделаем еще прибавки. В первую петлю 1 столбик, затем во вторую петлю прибавка 2 столбика, затем 2 столбика ровно по одной петле в каждую и следующую петлю прибавка. Вот, провязали столбик, прибавка, 2 столбика, прибавка. И теперь до конца ряда нам нужно провязать в каждую петлю по одной петле. Всего до конца ряда у нас их остается 33 петли. Провязываем. Вот такая подошвочка у нас получилась. По кругу у нас получилось 40 петель. Теперь на этом этапе нам нужно вырезать стельку. Я сначала вырезаю из картонки. Беру на картон, кладу ее вот так вот, обвожу вокруг и вырезаю. Но она должна быть чуть-чуть меньше, вот на один ряд, буквально, или на пол ряда. Вот так вот должна быть, чтобы не полностью вот закрывала все, а вот чуть-чуть на один ряд. Вот. А потом уже на картонку я вырежу, потом я уже переношу на пластик ее. К пластику прикладываю, по пластику вырезаю. Вот так вот. И получается вот такая вот стелька у нас должна получиться, пластиковая. Шестой ряд. Провязываем за задние стенки петли, только за задние. Вот у нас 2 стеночки, передняя и задняя. Провязываем за задние стеночки. Столбики без накида, весь ряд. Всего нам нужно провязать так 40 столбиков. Вот так вот за заднюю стеночку. Передняя у нас остается. Провязали 40 столбиков за задние стеночки. Теперь еще 3 ряда нам нужно провязать по 40 столбиков, но уже за обе стеночки петли. Провязываем вот так вот за обе стенки. И так далее. 7, 8 и 9 ряд. Провязали 9 ряд, 40 столбиков. Теперь нужно вот так вот по вот этой цепочке наборной согнуть пинеточку, туфельку нашу, вот так вот. И на пятке выделить 2 петли средние. Вот у меня, видите, 2 петли. И вот посмотрите эти 2 петли, и сколько еще до них, до этих 2 петель осталось. У меня осталось еще 1, 2, 3 петли довязать.
Мы их довяжем для симметрии, так как мы вязали по спирали и ряд уходит, довязываем. Я довязываю 3 петли, вы смотрите, сколько у вас до средних этих 2 петель. И только тогда я ставлю маркер и вяжу 10 ряд. Провязываем убавку за передние стеночки петли, провязываем столбик без накида. Затем провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3 и 13. Затем опять делаем убавку за передние стенки петли. И на закругление нам нужно 4 раза провязать 1 столбик убавка. Так нужно провязать 4 раза. Провязываем 1 столбик, далее за передние стеночки убавка. 1 раз, столбик, убавка 2 раза, столбик, убавка 3 раза, столбик, убавка 4 раза. Затем до конца ряда в каждый столбик довязываем по 1 петле. Всего у нас остается здесь до конца ряда 11 столбиков. Теперь будем менять основной цвет туфелек на основной цвет вязания. Для этого я провязываю еще 2 столбика. 1, 2. В следующую петлю делаю соединительный столбик. Закрепляю ниточку и обрезаю. Берем ниточку основного цвета, делаем 1 закрепительную петлю, сейчас переделаем немножко, так вот, закрепляем петельку, берем туфельку, и вот у нас где была соединительная петля, не в нее, а перед ней, в петлю перед соединительной петлей провязываем столбик без накида. Это у нас первый столбик. Всего нужно провязать 12. 2, 3, 4 и 12. Затем вот здесь на мыске нужно нам сделать 5 убавок. Убавки делаем также за передние стеночки петли. Берем первую петлю, вторую петлю и провязываем столбик без накида. Это первая убавка, вторая, три, четыре и 5 убавок. И до конца ряда, начиная со следующей петли, провязываем по 1 петле в каждую петлю. Всего останется 12 петель. 12 ряд. Провязываем 9 столбиков. 1, 2 и 9. Затем нужно сделать 6 убавок за передние стенки, так же точно, как мы делали. 1, 2 и 6. Затем до конца ряда нужно довязать столбики. У нас остается 8 петель. Провязываем все их по 1 петле в каждый столбик. Провязали. Теперь на этом этапе нам нужно вставить стельку. Берем стельку нашу пластиковую, вставляем вовнутрь, потому что дальше уже будем еще делать убавки, уже будет неудобно. Вставляем ее, по подошве распределяем ровненько. Вот таким образом.
Вяжем 13 ряд. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем 5 убавок. Тоже за передней стенки. 1, 5 убавок, и до конца довязываем еще 6 столбиков. До конца ряда у нас остается. Теперь у нас получилось 18 столбиков по кругу. Теперь нужно с 14 по 28 ряд провязать по 18 столбиков. И, соответственно, наполнять. Сейчас я провяжу пару рядов по 18 столбиков и покажу, как я наполняю игрушку. Вот я провязала 2 ряда по 18 столбиков. Теперь будем наполнять. Наполняем плотненько, и в пятку добавляем, и в мысок. Можно палочкой. Если кто-то вот начинает вязать, еще не совсем опыта много, то желательно сразу обе ножки вязать и наполнять, вот связать туфельки сначала, потом с 2 мотков можно, либо один с середины, один с этого, снаружи, и одновременно вязать, чтобы наполнять обе ножки, потому что если вначале бывает, что они разные получаются, поэтому лучше обе вместе вязать одновременно. Тогда они будут точно одинаковые. Вы уже будете сравнивать их. Вот так вот наполняем. И потом дальше продолжаем вязать по 18 столбиков. Вяжем по 28 ряд. Провязали 28 ряд. В ходе вязания вот я наполняла ножку. Вяжем 29 ряд. Нужно провязать 4 столбика убавка 3 раза. 1, 2, 3, 4 столбика. Затем за передние стенки убавку. И так еще 2 раза надо провязать. 30 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и делаем убавку. И так еще 2 раза провязываем до конца ряда. 3 столбика убавка и еще 1 раз. Все, провязали 30 ряд, еще наполнили до конца ножку. У нас получилось 12 петель. Теперь нам нужно сделать 6 убавок. Провязываем 1, 2. Сделали 6 убавок. Ниточку отрезаем. Продеваем ниточку в иголку и стягиваем отверстие так же, как на ручках. За передние стенки петли 6 петель собираем. 2, 3, 4, 5 и 6.
Втягиваем в центр, иголочку втыкаем, выводим, подтягиваем. Так. И ниточку обрезаем. Теперь нам осталось связать еще одну точно такую же ножку. Все, вот я провязала 2 ножки, связала. Теперь берем опять ниточку цвета туфелек, берем туфельку и сзади на пяточке где-нибудь в любом месте сделаем обвязку. Вот у нас остались передние стеночки петли, мы вязали за задние стенки, да? Берем ниточку, продеваем, делаем воздушную петлю и далее провязываем в каждую петлю соединительный столбик. Обвязываем вот так вот соединительными столбиками подошву за передние стенки. Вот так вот по всей длине подошвы обвязываем обе ножки. Теперь будем пришивать ножки. Берем ниточку, которую основной цвет вязали, двойную, такую подлиннее ниточку отрезаем двойную, вдеваем в иголочку. Так, сначала здесь отметим, значит, пришивать будем от центра тела между 11 и 12 рядом. Отсчитываем 11 рядов вверх и посередине кошечки смотрим, можно вот так вот ниточкой посмотреть, где середина, ставим иголку между 11 и 12 рядом. Затем отсчитываем 12 дырочек, в 13 ставим маркер. С этой стороны то же самое. 12 отсчитываем отсюда, в 13 ставим маркер. Вот так вот. Теперь берем ножку одну, смотрим, где у нас середина, с внутренней стороны серединка. Так вот. И отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 ряд. И смотрим, вот так вот ставим, смотрим, где средняя петля. Вот так вот, наверное, у меня средняя. Теперь с этой стороны прокалываем чуть-чуть влево на одну петлю. Вот так вот, чтобы чуть-чуть в бок было. Вот так вот. Теперь здесь оставляем кончик. Берем одну пуговку. Так, так вот, продеваем. Второе отверстие. Продеваем. И рядом следующую дырочку, вот той, из которой выходили, продеваем, а здесь выводим в той же самой, в том же отверстии, в которое мы вводили. Так, у меня, наверное, наряд. Вот здесь рядом втыкаем, а здесь выводим в то же самое отверстие. Вот так вот. Я сейчас переодену на длинную иголочку, потому что у меня длинная
не проходит в отверстие пуговицы. Так, теперь берем кошечку, вот так вот в первую иголку продеваем иглу и выводим с этой стороны вот в этом отверстии, где была вторая иголочка. Вот так. Протягиваем. Так. Теперь берем вторую ножку. Тоже с внутренней стороны смотрим, где серединка. 1, 2, 3, 4, 5. Так, смотрим, где серединка. Теперь продеваем на вторую сторону. Так вот, чуть-чуть на одну петельку в ту сторону теперь. Вот так вот. Так. Сейчас я опять поменяю иголку, а то мне не пройдет. Берем вторую пуговицу. Так, теперь так продеваем. И здесь продеваем на одну петельку влево, а выводим в том же отверстии. Вот так вот. Теперь продеваем с этой стороны в это же самое отверстие, в которое у нас выходила ниточка. Только надо посмотреть, чтобы оно не проткнуло эту нитку, а вот мимо, чтобы проходило вот так вот сюда. Там надо будет проверить это. И в этом же самом отверстии с этой стороны выводим, в которое мы тоже выводили. Так. Теперь нужно проверить эту ниточку вот так, чтобы она ходила. Вот, все. Она у нас не зацепилась за ту ниточку. Подтягиваем это все. Так, берем. Так, неудобно на камеру. Затягиваем и смотрим, как нам, насколько нужно. Так. Так вот нормально. И теперь здесь вот завязываем на узелок. Один. Два. Вот так вот. Можно еще завязать, можно вокруг ножки сделать. Затем продеваем ниточку в то же отверстие, в которое мы заводили нитку, чтобы узелок спрятался. Выводим где-нибудь и подтягиваем вот так. Все. И то же самое, вот эту ниточку тоже в это же самое отверстие протягиваем, выводим и обрезаем. Вяжем ручки. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Затягиваем. Затем в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика. Первую петлю 2 столбика, во вторую, третью 2 столбика, четвертую, пятую и шестую петлю 2 столбика. Берем маркер. Теперь нужно провязать 4 раза по 2 столбика в третью петлю прибавка. 1 раз, 2 столбика ровно в третью прибавка, 2 раза, 2 столбика в третью прибавка, 3 раза и 4 раз, 2 столбика прибавка. У нас получилось 16 столбиков. Теперь 2 ряда, 4 и 5 ряд нужно провязать по 16 столбиков по кругу. 6 ряд. Провязываем 14 столбиков ровно. 1, 2, 3, 14. Затем делаем убавку за передние стенки. 7 ряд провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 13. И также делаем убавку за передние стенки. 8 ряд провязываем 12 столбиков. 1, 2, 12. И тоже в конце ряда делаем одну убавку. Девятый ряд провязываем 11 столбиков. 1, 2, 11. И в конце ряда также делаем убавку. Теперь у нас получилось по кругу 12 столбиков. И нам нужно с 10 по 28 ряд провязать по 12 столбиков по кругу. Сейчас можно наполнить нижнюю часть. Вот так вот. И теперь с 10 по 28 ряд вяжем по 12 столбиков. При этом не забываем в ходе вязания наполнять наполнителем ручку. Вот я провязала 28 ряд, наполнила ручку до конца. 29 ряд нам нужно сделать 6 убавок за передние стенки. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сделали 6 убавок, ниточку отрезали. И теперь нам нужно будет стянуть сейчас отверстие. Вот я еще добавила немного наполнителя в ручку. Продела нитку в иголочку и будем стягивать. Берем за передние полупетли, за полпетли передней только. 1, 2, 3, 4, 5,
шестая петля. Стягиваем отверстие. Это центр. Теперь в центр отверстия продеваем иголочку. Затягиваем. Подтягиваем все. И ниточку обрезаем. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Теперь пришьем ручки. Отсчитываем от шеи 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Между пятым и шестым рядом по центру ставим иголочку. Отсчитываем в бок 1, 2, 3, 4, 5. В шестую ставим иголочку. И здесь то же самое. 5 дырочек отсчитываем, в шестую ставим иголочку. Вот здесь будем пришивать. Берем двойную нить, которой мы вязали. Берем ручку. Вот здесь мы делали убавки. Смотрим, вот так она сгибается, ручка. Берем вот здесь вот в серединке, отсчитываем 1, 2, 3, 4 ряда. И за 2 столбика захватываем ниточку. Здесь оставляем кончик. Берем. Теперь здесь слева от иголки вводим иглу, а выводим здесь тоже слева от иглы. Не в то же отверстие, а на одну дырочку слева. Продеваем. Берем вторую ручку. То же самое смотрим, где у нас были убавки. Вот так она у нас в серединку должна быть. Тоже так же отсчитываем 1, 2, 3, 4 ряда. Берем за 2 столбика, захватываем. Так. Теперь берем кошечку. Вот где выходила, отсчитываем одну дырочку и в следующую вводим иглу. Здесь выводим тоже одну, пропускаем, из этой выводим. Получается, вот где у нас были иголочки в серединке воткнуты, вот мы их пропускаем эти. Так, подтягиваем. Сильно не затягиваем. Так вот смотрим, чтобы оно, потому что если сильно затянуть, они торчать будут. Подтягиваем. Так вот. И точно так же завязываем, как и на ножках завязывали. Только здесь сзади будет. Завязать на 2, на 3 узелка, кому как. И точно так же вот в это же отверстие, из которого мы выходили, продеваем иглу, выводим где-нибудь в теле и прячем ниточки и обрезаем. Все, я спрятала все ниточки. На этом вязание нашей кошечки закончено. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Обязательно присылайте мне фото ваших игрушечек. Остается нам теперь ее только приодеть, нашу кису. Всем желаю ровных петелек. Всем пока!